Hi everyone, and thank you for the organizers to invite me here today. Всем привет! Благодарю за то, что пригласили меня на сегодняшнее мероприятие. And now we first tried to figure out the technology here. Yeah, it works. Сначала я попытаюсь выяснить, как работает здесь технология. Да, все работает. If you want to comment the presentation on Twitter, this is my Twitter handle, or continue the discussion later. Если вы захотите со мной связаться по Твиттеру, здесь вы видите хэштег моего Твиттера, или связаться, посмотреть на мою презентацию вот по этой ссылочке можете также позже. So, a few short words about YLE, Yleisradio. It's the public broadcaster in Finland. We are the biggest broadcaster in Finland. In terms of TV share, last year we had 44%, and the rest of the channels had the rest. So we're quite a big player in that market. Ну, прежде всего, я хотел сказать несколько слов о том, что мы из себя представляем в YLE. Мы являемся государственной трансляционной компанией в Финляндии. И по сравнению с другими трансляционными компаниями мы являемся самыми крупнейшими в Финляндии с точки зрения доли рынка. В прошлом году мы занимались 44%, а остальные каналы, остальные игроки занимали гораздо меньшую долю. And also our web TV solution is the biggest local solution in the market. And my role, I'm the head of web and mobile development, so I work with the digital offerings at our company. И веб-ТВ решение, которое было разработано нашей компанией, вы видите сейчас на экране, и я как раз являюсь директором этого подразделения, которое занимается веб-ТВ. Okay, so let's go into the subject matter. I'm going to talk about personalization. Итак, давайте сейчас поговорим о теме моего доклада. Хочу я поговорить с вами о персонификации. And first, before we dive into the subject, a few words about why I think this is important at this moment in time. И перед тем, как я начну говорить о самой теме моей презентации, я хотел бы сказать несколько слов, почему персонификация на сегодняшний день является такой важной темой. I think there's two main vectors that are driving this development. Я считаю, что есть два основных вектора, которые движут нас в этом направлении. The first has to do with personal computing, and we've come to realize that personal computers, when we call them personal computers, were not really personal computers. И прежде всего это касается вот персональных вычислений или термина персональные компьютеры. И иногда вот, когда мы пытаемся рассмотреть вот саму концепцию персональных вычислений, персональный компьютер, они как таковым по сути не являются. And we've actually arrived in a moment in time when we have real personal computers, and they're all in your pockets. And now we have personal computing. И вот из тех дней, когда персональные компьютеры таковыми не являлись, мы наконец-то подошли к тому периоду в истории, когда персональный компьютер становится поистине персональным. Он находится в кармане каждого человека, и он действительно персонифицирован. That's one aspect. The other aspect is fragmentation and the enormous amount of content out there, which is very easily findable and reachable by the users. Это был первый фрагмент, а второй аспект вопроса – это фрагментация. Это те объемы информации, которые на сегодняшний день присутствуют, которые действительно растут в геометрической прогрессии, и фактически невозможно их охватить. Did you know that every minute there is 100 hours of video material uploaded to YouTube? Вы знаете, например, тот факт, что каждую минуту в YouTube загружается фактически около 100 часов видео. And it's easy to dismiss that and think that that's just silly home videos, but I wouldn't underestimate how many very good, entertaining, quality pieces fit in that 100 hours. Конечно, можно очень легко отбросить этот факт, сказав, что, это, наверное, какие-то глупые домашние видео, но на самом деле я могу сказать, что вот из этих 100 часов, которые загружаются каждую минуту, очень большую долю составляет интересный, развлекательный контент. But this is not a problem for the user. The situation has never been this good for the user. They have more, better quality content, and it's easier to find it than ever before.
Но я сейчас говорю, что это на самом деле не является проблемой для пользователя, потому что для пользователя ситуация, наоборот, улучшается. Они получают большее и большее количество интересного контента, чем когда-либо они его имели. But the problem is more for media companies, media institutions like YLE. Но проблема представлена больше для медиакомпаний, как, например, компании YLE. How will they find our content? It can be good, but they have to select between all this multitude of choices. Каким образом они подбирают контент для конечного пользователя, потому что они должны постоянно балансировать перед этим множественным выбором, который стоит перед ними. And we are used to that it's enough that we choose something that is good and we publish it and people will watch it and consume it. И мы уже привыкли к той модели, когда мы раньше выбирали, что по нашему мнению или по мнению наших аналитиков являлось хорошим, и затем просто скармливали это нашим потребителям. But they don't anymore. Но больше это не работает. I think personalization is not the only solution for this, but it's one of the many solutions for this problem. И я думаю, что персонификация является, может быть, не единственным решением, но, по крайней мере, одним из решений для этой проблемы, которую я только что озвучил. I'll go through a few simple examples of what we've been busy with. They're familiar to you, I'm sure. We all use these features, but I talk a little bit about them, why they're important. И я сейчас как раз поговорю об этих всех функциях. Наверняка вы, как специалисты в этой индустрии, знакомы со всем этим функционалом, но давайте поговорим больше на прикладных примерах. But what is it? So, Итак, что же это такое? if it's up to me, if you try to understand the experience that personalization should do, it should mimic the experience of this lady here in the cheese shop. Если мы пытаемся повторить какой-то опыт из повседневной жизни и преподнести его с точки зрения персонификации, я бы со своей стороны повторил опыт, который был предоставлен вот этой женщиной, которая являлась владелицей магазина по продаже сыра. She knows what kind of cheeses you like. She might even know who's coming for dinner in the evening, and she helps you to find the best selection of cheeses for you to have a great evening. Она знает, какие сыры вы выбирали раньше. Она даже наверняка может знать, кто сегодня вечером к вам придет в гости, и для этих гостей может подобрать вам какой-то конкретный сыр. And I wish we had enough resources to employ 100,000 ladies who could guide our users to find the best content from our content and also other content from the web, but that's of course not realistic. Конечно, хотелось бы обладать такими неограниченными бюджетами, чтобы нанимать 100 тысяч таких пирко, которые бы знали все о наших потребителях и могли давать рекомендации в соответствии с предпочтениями каждого из них, но, естественно, это невозможно. So we need to try to find other ways. Here we have luckily help from technology. These are a few examples of how we are implementing personalized features. These are simple things. In our web TV service. И таким образом нам необходимо найти новые пути, как мы можем сделать это предложение. Здесь на экране вы видите несколько интернет-технологий, которые нашей компании предлагаются для того, чтобы решить именно эту проблему. The service now remembers what you have watched, where you left off, regardless of what kind of device or platform you are using. It remembers you. Этот сервис запоминает, что вы смотрели, на каком месте просмотра вы остановили, из какой программы вы вышли. То есть фактически этот сервис запоминает о вас всю необходимую и важную информацию. You can also choose your favorites, which helps you to navigate when you come next time, and we can also send you notifications and reminders regarding your favorite programs and series. Также вы можете оставлять отметки о своих предпочтениях, чтобы когда в следующий раз вы заходите на наш сайт, естественно, вся эта предпочтительная информация выносится на экран перед вами, и вы не должны уже где-то закапываться вглубь нашего сайта, чтобы найти эту предпочтительную информацию.
Furthermore, we now start to have one-on-one communication with our users. We can reach out to them with email and shortly through SMS, text message, or social media, and send personalized messages about content we have or other reminders to them. Также мы предлагаем двусторонние коммуникации с нашими потребителями. То есть мы можем общаться с ними через электронную почту, также можем общаться через СМС-сообщения, также через социальные СМИ. Иными словами, можем отправлять им информацию через все пути, через все коммуникационные каналы, с которыми общается напрямую клиент. Furthermore, we also have a big news division, and from there we have built a personalized news application where the user can, or maybe. Также мы разработали очень серьезное новостное приложение, где мы также пытаемся персонифицировать предоставление новостей на основании новостных предпочтений наших пользователей. The user can choose the topics that he or she is interested in and emphasize or de-emphasize them according to his or her tastes. И затем пользователь может выбирать интересные ему новостные темы, затем он может их приоритизировать и деприоритизировать в процессе дальнейшей работы с этим новостным приложением. And we can offer them the content that suits them the best. И на основании всего этого мы можем предлагать наилучший, наиболее подходящий для них контент. We also, of course, have recommendation, have had very long time. We will continue to develop that as well. Также у нас работает и старая, знакомая всем рекомендательная система, от которой мы не отказываемся и продолжаем с ней работать. But here we come to the interesting bit, because the examples I gave are, in a sense, quite obvious in terms of service design. Но здесь как раз я подхожу к самому интересному, потому что с точки зрения сервисов, которые мы предоставляем нашим клиентам, здесь вот я расскажу более подробно. Because all these measures that I mentioned, they generate very, very high fidelity data, much better data than we ever had before. Потому что все эти приложения, о которых я только что говорил, они генерируют о наших пользователях очень глубокую и детальную информацию. И объем детализации этой информации больше, чем то, что когда-либо мы имели в предыдущие периоды. If you make the decision to favor a certain program, that's a very strong signal. И если кто-то принимает решение выбрать какую-то конкретную программу, для нас это уже является очень серьезным сигналом. And this data can be used to improve the service experience, to make better selections for you. И вся эта информация прежде всего используется для того, чтобы улучшить качество сервиса, для того, чтобы детализировать и сделать более точные рекомендации для наших пользователей. But it can also be fed back into the content production and commissioning decisions. And this slide here is referring to, I guess many of you probably know this case already. И также эта информация может использоваться не только для рекомендаций, но также и для генерирования контента, и для создания нового контента. Например, вот данный пример, как раз я сейчас о нем поговорю более детально. Netflix was very open about how they mined their user data when they were building House of Cards, which was a big hit series, still is. For them. Например, Netflix поделился информацией о том, как они создавали каждую последующую серию сериала «Карточный домик» на основании информации, которую они собирали со своих пользователей после просмотра каждой предыдущей серии. So the main strands of personalization, the way I look at it at the moment, it is about better content. И поэтому основные ударения, которые нам необходимо делать с точки зрения персонификации, это прежде и самое важное — создавать интересный контент. It's about user choices and services who can remember your choices. Также запоминать тот выбор, который делают пользователи, и на основании этого выбора делать соответствующее за них предложение. It's recommendations. Также рекомендательные системы. It's dialogue with the customer. Также необходимо строить диалог с клиентом. And it's a device agnostic service, so it doesn't matter what kind of platform you use to access the service, it will treat you the same.
И также эта технология должна быть независимой от тех устройств, которыми пользователи пользуются. То есть вне зависимости от того, с какого устройства они зашли, эта система их распознает как пользователей. I know the time is tight, but I say a few words about recommendation because it's often a subject that raises many type of emotions and arguments. So I say a few things about it here. Я знаю, что время очень коротко, но я хотел бы сказать несколько слов о рекомендательной системе, потому что это до сих пор самая обсуждаемая тема, поэтому я хотел бы ее вкратце затронуть. So I try to deconstruct the whole issue with this kind of a coordinate system. On the top you have mass media. It's what used to be our bread and butter, what we know how to do. It's when we do a certain content selection for everybody. Ну, прежде всего, я хотел бы деконструировать эту систему и посмотреть на нее в таком разобранном варианте. По вертикальной оси вы видите масс-медиа или СМИ. Это то, что является нашим хлебом и то, что позволяет намазать его маслом. То, что нам известно на протяжении многих лет, то, что мы знаем. On the right side you have expert selection. That's journalistic choices, editorial choices made by humans. С правой стороны по горизонтальной оси вы видите рекомендации специалистов. Это рекомендации журналистов, рекомендации аналитиков. То есть это рекомендации, которые делаются людьми. And below you have personalized media. Внизу по горизонтальной оси мы имеем персонифицированные СМИ. And on the left side there you have something that we often call algorithmic choices or machine-made choices. I personally don't like the term because it's always data that is based on human behavior. So it's kind of course we use algorithms and we use computers, but it's really human behavior that we are studying. И слева по оси вы видите то, что мы очень часто называем алгоритмический выбор или машинный выбор. Ну, сам по себе этот термин мне не нравится, потому что весь этот выбор, все эти выборы делаются на основании человеческого поведения, естественно, с использованием определенных алгоритмов. And if we deconstruct where different things fall on this map, traditional media is up there with the selection for everybody made by experts. И если мы поговорим, скажем, о традиционных СМИ, то они находятся на этом графике примерно в этом месте, потому что там предлагается общий контент для всех пользователей, и решения принимаются специалистами. Our biggest competitors today, Google, Netflix, why not companies like Yandex, they are very much down in this corner. И даже такие компании, как Google, Netflix, и наверняка даже такие компании, как Яндекс, они тоже находятся в этом углу. And the lady from the beginning, Pirkko, who sells cheese, she's in this corner. И та женщина, о которой я говорил в начале, продавщица сыра, она также находится в верхнем правом углу этого графика. Now, where should we be as a media company? А где же мы должны находиться как медиакомпании? I think we definitely need to learn the business of this corner. Нам, естественно, необходимо углубляться в бизнес, находящийся в этом углу. But we have to also realize that we will never have the machine learning and data science departments that Google has. Но, естественно, мы также должны осознавать тот факт, что мы никогда не сможем иметь достаточных бюджетов, чтобы иметь такие отделы, аналитические отделы, как у Google или у компании Netflix. We will do something here, I'm sure. I will not use too much time on that now. We'll jump here. Да, конечно, мы будем двигаться в этом направлении, в этом углу, но давайте-ка перейдем сейчас на следующий уровень. And of course, we will in the future do mass media. The thing we've done so far, live events, sports events, that will always be important. It will also change, but essentially it will be mass media in the future as well. И также мы будем участвовать в стандартных мероприятиях, как масс-медиа мероприятия, спортивные мероприятия, но они будут проходить на новом уровне. But now we have the problem of the lady in the cheese shop. How do we manage to do that? Но опять перед нами встает проблема, которая стояла перед вот этой женщиной в этом сырном магазине. Каким образом мы можем персонифицировать все это? We have more than 1,000 people in our organization who are journalists or make editorial choices.
Например, в нашей компании работает более 1000 человек, которые являются журналистами, редакторами, принимают редакторские решения. And they have better insight into the market, into the content, into the audience than anybody anywhere in Silicon Valley or anywhere else. И, естественно, о нашем рынке они знают гораздо больше, они обладают большей внутренней информацией, чем, например, люди в Кремниевой долине или в каких-либо других компаниях. So when personalization is about tapping into behaviors and ideas and wishes of the users, I think, we are exploring possibilities of also tapping into our organization and the brains in our organization to create combined algorithmic methods and expertise that we have in the organization. И поэтому, когда мы говорим о персонификации, это прежде всего мы входим в область поведенческого, бихевиористического анализа пользователей, но также мы должны затронуть и область нашей компании, то есть специалисты, которые в ней работают. I won't go. You can come and talk to me and ask me about this slide. These are the main strands how we are developing this in our company. We need a lot of new competences. We need to do a lot of investment in technology. This is a big job for us, but it's very important, strategically important as well. But I want to end with a much more important slide. And a while back when I was building this presentation, my 10-year-old son was looking at from the side and he said, "Dad, you're not making any sense." And he made an animation that is about a few seconds long where he explains this thing much better than I did. So let's look at it now. Итак, в конце я хотел бы показать вам как раз пример, когда мой сын подошел ко мне, посмотрел на мою презентацию, пытался ее понять, он сказал, говорит, ну, знаешь, папа, я ничего не понимаю в том, что ты говоришь, и поэтому я подумал, что нам всю информацию нужно предоставлять, вот, чтобы вот этому 10-летнему ребенку было понятно, и поэтому такую небольшую анимацию хочу вам показать. Except that I forgot that this was a PDF that doesn't have any animations, but you can go to this link and watch the animation there. К сожалению, я забыл, что это PDF-формат, поэтому здесь эта анимация не запускается. Но можете вот эту ссылочку записать, сфотографировать и зайти и увидеть ту анимацию, которую я хотел предложить. And thank you. Will you come on every presentation I make? Because it's quite kind of nice, actually. You can think what you're saying next while you are translating. Говорит, спасибо переводчику, давай на все мои презентации приходи, потому что пока ты переводишь, я могу подумать о следующем предложении. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. Да, всем аплодисменты.